Добрый день, дорогие друзья! Спасибо большое, что подключились к нам и остались, несмотря на все технические сложности. Мы смогли их победить и справиться с этим. Добро пожаловать на лабораторию виртуального театра. А сейчас мы вам расскажем, что вообще здесь будет происходить, что такое лаборатория виртуального театра. Меня зовут Александр Благоловцев. Рядом со мной где-то справа или слева, не знаю, Иван Ивашкин. Мы организаторы и участники этой лаборатории. 17 марта по указу мэра Москвы о закрытии всех мероприятий с количеством участников более 50 человек был закрыт иммерсивный спектакль «Вернувшиеся», в котором мы проработали больше 3 лет. За это время было сыграно более 500 спектаклей, нас посетило более 100 тысяч зрителей. Мы очень любили этот спектакль и после его закрытия решили не расходиться и попробовать сделать что-то вместе. Параллельно с тем, что сейчас происходит в мире, мы все оказались в самоизоляции, мир вокруг нас меняется, школы, университеты, госучреждения переходят на удаленку и начинают работать и общаться в видеоконференциях. Наблюдая за этим, мы поняли, что мы как актеры должны это дело изучить и понять, может ли театр, не кино, не трансляция, а именно театр сохраниться в таких условиях и каким он будет. Поэтому А, появилась идея создания этой лаборатории и попытки изучить это пространство, этот язык. Механика лаборатории очень проста. Поучаствовать в ней согласились 6 режиссеров из России, Италии и США. За 14 дней они должны были найти материал и сделать эскиз спектакля длиной не больше 5, и не меньше 5 и не больше 20 минут, и использовать от 3 до 9 актеров труппы иммерсивного спектакля «Вернувшиеся». Единственное ограничение по материалу было такое, что материал должен быть по своей сути, по своему сюжету, он должен провоцировать видеоконференцию как единственно возможное художественное решение. Что очень важно сказать, мы не пытаемся в нашей лаборатории выявить самого лучшего режиссера или сделать какой-то готовый спектакль, который можно сразу же показывать и продавать на него билеты. Режиссеры, к нашей большой радости, выбрали совершенно разный материал. У нас даже будет пластический эскиз. С сегодняшнего дня и до 30 апреля вы сможете заглянуть внутрь этого эксперимента и увидеть, что из этого получается. Кроме того, у нас есть авторитетное жюри из профессионалов театрального и медиа-сообщества, которые отсмотрят все эскизы и помогут нам их правильно осознать и понять, что там было хорошего, а что нужно забыть. Понять, что из этого может дальше превратиться в какой-то спектакль или, может быть, дать начало какому-то другому явлению. Немножко расскажем, кто вошел в наше жюри. Это Кирилл Серебренников, режиссер и художественный руководитель театра «Гоголь-центр». Павел Руднев, театровед, театральный критик, арт-менеджер, кандидат искусствоведения. Журналист, писатель, создатель мобильного художественного театра Михаил Зыгарь. Анна Ильдатова, театровед, куратор театральной программы фонда ВАС и ГЭС-2. Илья Шагалов, видеохудожник и режиссер. И кастинг-директор, креативный продюсер проекта «Кинолифт» Лиза Шмакова. Большая радость, что они смогли подключиться к нам и смогут помочь нам понять, как это может двигаться дальше. Очень важно сказать, что все этапы лаборатории происходят онлайн. Прямо сейчас актеры волнуются, ждут начала. Здесь с нами на связи находится режиссер. Все этапы работы происходили онлайн. Мы ни разу за это время не увидели друг друга. Все мы находимся на самоизоляции. Кто-то чуть больше месяца, а кто-то, как наш режиссер Матео Спьяцци из Италии, уже больше 2 месяцев. И хорошо, что это все мы смогли победить все эти технические сложности благодаря нашему техническому директору Сереже Богданову. Спасибо, Сереж, что справился с этим. И надеюсь, что дальше этих проблем не повторится. Мы поняли, как с ними справиться, и следующие эскизы пройдут в точное время. Надеемся. Да, все эти 14 дней мы изучали возможности видеоконференции, зума, и надеялись, что все произойдет без накладок, но, как вы сами видите, иногда в онлайне что-то идет не так. И также хочется сказать, что это театр, что-то у актеров может пройти не так, второго дубля нет. Все, что вы видите сейчас и увидите через некоторое время во время эскиза, происходит онлайн. Будем импровизировать, посмотрим, что получится. Первый эскиз у нас режиссера из США Мии Занетти.
Она сейчас находится в Пенсильвании. Она была одним из режиссеров спектакля «Вернувшиеся», поставила спектакль «Безликие» в Санкт-Петербурге. До этого момента она занималась и иммерсивным театром в Нью-Йорке, где постоянно базируется. И для своего эскиза она выбрала пьесу американского драматурга армянского происхождения Уильяма Сараяна «Эй, кто-нибудь». Прямо сейчас она с нами на связи, и она представит свой эскиз. Мия? Mia, hello. Hello. Finally. We made it. Наконец-то. Mia, how are you? Doing pretty well given the circumstances. У Мии все хорошо, но, конечно же, по обстоятельствам, в которых мы все находимся. Mia, how long have you been in self-isolation? Скажи, сколько ты находишься на самоизоляции? Over a month now. Уже больше месяца. Please tell us why you pick this text, this play. Расскажи нам, почему ты взяла именно этот текст, эту пьесу? I think it's pretty relevant for our times right now. I think we can all relate to these characters. Мне кажется, что эта пьеса очень подходит под наше время. Все мы можем ассоциировать себя с этими персонажами прямо сейчас. And I think it tells a great story, so it'll be fun to watch. И мне в то же время кажется, что это очень интересная история, ее будет просто интересно и правильно прослушать сейчас и увидеть. And the last question, what is the main goal of your performance? Скажи, пожалуйста, какую задачу главную ты ставила в этом своем эксперименте? The goal is to find where film and theater meet. Though they're very different, we wanted to see, can we find a middle ground? Мне было очень важно посмотреть, где кино и театр могут пересечься. Может ли это произойти здесь, чтобы они оказались в одном поле? Давайте начинать. Let's Мы go. начнем. Лаборатория виртуального театра начинается. Спасибо, друзья. Актеры, удачи. Поехали. Мия, бай. Эй, Это ты, Кэти? нет, я Эмили. Кто? Эмили. Какая Эмили? Я не знаю никакой Эмили. Постой, ты не та девушка, с которой мы встречались в баре у Сэма в Салинасе года 3 назад? Нет. Я кухарка. Здесь готовлю. И никогда не была в Салинасе. Даже не знаю, где это. Кухарка, блядь. Да, я кухарка. Кухарка, а почему бы тебе не приготовить что-нибудь съедобное, а? Я готовлю, когда скажут. Тебе скучно, да? Волком быть хочется. Слышишь, как я надрываюсь? Кого зовешь? Да никого вроде. Пытался вспомнить, кого можно позвать, да так никого я не вспомнил. А как же Кейти? Не знаю я никакой Кейти.
Ну как? Ты же спрашивал, это ты, Кейти? Красивое имя. Кейти. Мне оно всегда очень нравилось. А так ни с одной с таким именем и не был знаком. Я знала. Да? И какая она? Ну, эта девушка Кейти какая? Большая, маленькая? Маленькая. Да? М. А ты что за девушка? Откуда мне знать? Я по голосу слышу, девушка, ты что надо? Может, да, может, нет. Я еще никогда не давал промах. Оно и видно. Поэтому ты теперь в тюрьме. Но это ошибка. Говорят, изнасилование и избиение. Ну, значит, не про меня говорят. Ну, как скажешь. Однако проблема у тебя. Ты боишься? До смерти. Эй! Кто-нибудь. Почему постоянно это повторяешь? Тоскливо мне. Волка выть хочет. Кто-нибудь. Знаешь, мне тоже тоскливо. А не врешь? Тебе тоже тоскливо. Мне так волком быть хочется. И по кому же ты тоскуешь? Не знаю. Вот и я не знаю. Как суну тебя в такую дорогу, сразу вспоминаешь всех тех девушек, которых знал. Понятно? И всех тех, кого не мог узнать раньше. Вот и тоскуешь. Понятно. Слушай, а ты красивая девушка, ты знаешь об этом? Ты же меня не видишь. А я по голосу слышу. Эй, ты там? Да. Черт, я знал, что в Техасе мне повезет. Повезет? Почему? Ну, потому что теперь у меня все будет хорошо. С этого дня. Почему с этого дня? Ну, потому что я встретил тебя. Да. Теперь мне будет чем дорожить, знаешь. До сих пор было плевать на все, что так, что это. Сплошная усталость, но теперь даже о ней забыл. Эй, кто-нибудь. Кого зовешь? Тебя. Но я здесь. Знаю. Эй. Слышишь? Эй. Слышу. Видит Бог, я знал, на тебя меня прислало провидение. Эй, я знал, что ты та самая, моя спасительница, 1 на миллион. Ты знаешь, прелесть моя, я хочу жениться на тебе. Я хочу уехать с тобой, хочу взять тебя с собой в Сан-Франциско. Зашибить там деньжат, я научусь с ними обращаться путно, слышишь, эй? Девочка, у нас будет целая куча денег. Ну да. Да. Тебя как зовут? Эмили Смит. Да ну? Да ну. Эмили Смит, так меня зовут.
И откуда ты родом, Эллири Смит? Матадор, штат Техас. А где это? Здесь. Значит, я в Матадор, штат Техас. Да. А тебя привезли из Виллинга. Значит, я был в Виллинге. Да. Ты не знал, где был? Знаешь, как-то без разницы. Все местные городки, они на один лад. Скажи, а далеко до Виллинга? 17-16 миль. Ясно. Так тебе перевезли, да? Да откуда? Ты-то дал мне по голове свинцовой трубой или чем-то вроде этого. Не знаешь, за что он меня так? Я знаю. За изнасилование. Херня, какая-то чушь собачья. Она хотела, чтобы я дал ей денег. Денег. Ну да. Я-то думал, ей даже тоскливо. Так она сказала. А может, так оно и было. Не, просто она хотела. Слушай, давай собирайся и жди меня. Я выберусь отсюда, и мы дернем с тобой в Сан-Франциско. Ты просто так говоришь, потому что тебе тоскливо и одиноко. Мне всю жизнь было одиноко. От этого нет лекарства, но теперь вместе ты и я. О, мы заживем, да, мэм. Это будет новая страница. Ты так говоришь, потому что думаешь, что если я с тобой буду, тебя все повезет, да? И Да. будет лучше. Ну, ты знаешь, я с малых лет игрок. Работа это не мое. Я должен поймать удачу. И ты. Почему гоняешься? Скажи. Ты знаешь, я как-то 2 года то туда, то сюда, и все бесцельно. Верно, ее старик руку приложил. Нет, что ли? Нет, муж. И будь у меня такая супружница, я бы ее в 2 счета выставил. Но я же с тобой буду. И все будет хорошо. Ну, конечно. Если ты будешь со мной, то я буду самым хорошим человеком. Знаешь, когда у тебя есть деньги, ты уже не можешь быть дурным. Ты уже порядочный человек, потому что деньги сами говорят за себя. А у меня будет куча денег. Ты будешь самой счастливой, самой красивой девушкой на свете. Мы будем гордо гулять с тобой по Сан-Франциско, и все люди, они будут оглядываться на нас. Да, именно так. Ну да. Эй, ты еще здесь? Да. Поверь мне, как только я приведу себя в чувство, и тогда с тобой под руку ты увидишь Кейти, они все будут оглядываться. Все как один. И будет на что оглянуться. Кейти. Да, теперь это твое имя. Я приберег его для тебя, Кейти. Не правда ли классно звучит, очень красиво? Знаешь, идет. Вот и славно. Скажи, милая, давно я здесь? Прошлой ночью. Но до утра ты не просыпался. А сейчас который час? Часов 9? 10. Милая, скажи, а нет ли у тебя ключа от этой вонючей камеры? Нет. Мне ключи не доверяют. Ну, достать можешь? Нет. Ну, а попробовать. Это же я. Мне ключам не подпускают. Я же здесь готовлю. Родная, слышишь? Слышишь, я хочу выбраться отсюда. Мы уедем с тобой в Сан-Франциско, как только провернем это маленькое действо.
Ты знаешь этого типа, который заправляет всем тут? Да, я его знаю. Но знаешь, он тебя не выпустит. А вот здесь говорится, что тебя перевезут в другую тюрьму. Это еще зачем? Опасаются, Черт возьми, чего им опасаться? что люди из Виллинга приедут сюда и ворвутся в эту тюрьму. Чего ради? Не знаешь? Ну да. Знаю. М. Ты боишься. Понятно, боюсь. Когда не знаешь, что дальше, ты всегда испытываешь такой, знаешь, неописуемый страх. Кейти, Кейти, ты еще здесь? Да. Помоги мне отсюда выбраться. Помоги мне выбраться. Не могу. Может, ты все-таки сможешь найти того парня, у которого ключ. Найти ключ. Я не знаю, ну хоть как-нибудь помочь мне, эй. Он ушел домой. Знаешь, все ушли домой. Получается, я тут совсем один? Получается, да. Ну, если, конечно, не считать меня. А почему здесь никто не остается? Ах, ну, на ночь все уходят домой. Ясно. Я уже. Но сегодня я задержалась. Почему? Ну, не знаю. Хотела с тобой поговорить. О чем? Ну, просто я ухаживала за тобой ночью и говорю во сне, и я тебе понравилась. Я просто не знала, что я тебе потом тоже понравлюсь. Почему это? Не знаю. Ты же самая роскошная девушка на земле. Эй, Просто парни в этом городе, они... Никто со мной никогда не разговаривал, так как ты. Парни здесь, они... ну что они? Да они просто Продолжай. смеются надо мной, и все. Смеются над тобой? Смеются над тобой, да что они понимают, эти дурни деревенские? Ты одна на миллион, слышишь? Я заберу тебя, и мы уедем отсюда в Сан-Франциско. О, да. Сколько тебе лет? Я взрослая. Взрослая. Так сколько? Только не ври. 16? 17. Ах, дорогая, если бы ты только могла найти ключи и выпустить меня. Не могу. Знаешь, Почему? просто со мной никто здесь не считается. Я работаю по 12 часов в день, а они мне платят $0,25. Я вообще я не могу, они со мной не считаются. Вытащи меня отсюда, Кейти, я очень боюсь. Вытащи. Ну, я не знаю как. Ой, а может я смогу взломать дверь? Нет, нет, не под силу. Послушай, может быть, там есть молоток или что-нибудь тяжелое? Метла. Хотя нет, метлу тоже заперли. Кейти, послушай, пожалуйста, посмотри, быть может, есть что-нибудь еще. Поищи, походи, посмотри. Дубликат ключа. Сейчас посмотрю. Ну вот, смотрю. Ничего нет. Все заперли. Ящик не открыт. Шкаф заперли. Все. Может, там есть сигареты? Нет. Все заперли. Черт, как хочется курить.
А может, я тебе смогу купить пачку, знаешь? Магазин, наверное, открыт, но это милю отсюда. С милю отсюда? Нет, я не могу оставаться один так долго. Я буду бежать всю дорогу, туда и обратно. Ты самая чудесная девушка. Кэти! Эй, Да? подожди! Ты слышишь меня? Мгм. Я очень боюсь. Чего боишься? Боюсь за тебя. Что никто больше не подъедет в этом богом забытый городишко и не найдет тебя. Ты можешь достать мне оружие? Наверное, смогу. Возьму у отца револьвер. Да, возьми. И принеси его мне. И мы сбежим с тобой в Сан-Франциско. Про сигареты забудь. Плюнь на все и беги. Беги изо всех ног. Я буду ждать тебя здесь. Знаешь, когда я вернусь и тебя не застану, у меня есть револьвер, знай это. Я знаю, что с ним сделать. Не дури, слышишь? Я спрячу здесь деньги, $80. И если меня здесь не будет, возьми их и уезжай в Сан-Франциско. А в Сан-Франциско люди другие? Люди везде одинаковые. Другими их делает любовь. А в Сан-Франциско там многие любят, да. Никто нигде не любит, как я тебя. Знаешь, милая, услышав такое, человек готов пойти на смерть и все равно считать себя счастливцем. А теперь беги. И возвращайся скорее. Я буду тебя ждать. Ну, наконец-то. Боже, где вы шляетесь? Вам еще деньги за это платят, тюремщик. Выпустите меня немедленно, а? Я никакой не тюремщик. Да? А кто же тогда? Муж. Чей муж? Ты знаешь, чей. А не ты ли ударил меня по голове прошлой ночью? Я сам. Ты знаешь, нельзя бить людей по голове. Ты мог убить меня? Заткнись. Ну давай, стреляй. Валяй, валяй. Испортишь себе все веселье. Какая радость дернуть человека, если он уже мертв. Я знаю, зачем ты пришел. Рассказать, что собираешься сделать. Я в курсе, читаю газеты. Поделиться моей догадкой. Толпа врывается и избивает человека. Так. Пинает его, рвет на нем одежду. Верно? Вытаскивает на улицу, затягивает петлю на шею, стерхивает его на дереве, а люди, женщины и дети, они смотрят на это все. Верно? Послушай, парень, я не хочу никаких проблем, я не хочу ничего. Просто выбраться отсюда. Я не знал, что это твоя жена. Черт, я вообще не знал, что она чья-то жена. Эй! Врешь. Вру. И довольно часто, но не сейчас. Бог свидетель, я расскажу тебе правду. Все как было. Я пришел выпить пару стаканчиков виски, что, собственно, и делал. И тут зашла она. Была куча мест, но она присела именно ко мне. Кто-то закинул монету в музыкальный проигрыватель и заиграл The House, the Rising Sun. Кстати, отличная песня. Она завела о ней речь, и я думал, что она говорит с официантом, но она говорила со мной. Из всех она выбрала меня, не я. Мы вместе вышли, она пригласила меня домой, вот и все. Может, она чего-то хотела, может быть и нет. Мне почем взять, парень, мне все равно. Все это собачья брехня. Нет, парень, это чистая правда, клянусь. Может, она здесь? Вместе с твоими дружками. Так давай позовем ее сюда и спросим все, как было на самом деле. Мне нечего... Заткнись.
А ты ее любишь? О, дело плохо. Ты это о чем? Видно, это уже не в первый раз. Заткнись. Послушай, она хотела, чтобы я дал ей денег. И если бы я дал ей их, меня бы здесь не было. Сколько она хотела? А я не спросил. Послушай, еще не поздно все исправить. Иди и скажи, чтобы меня отвезли в другую тюрьму, в любое другое место или выпустили, в конце концов. Ты ведь хороший человек. Мы оба. Еще не поздно все исправить. Ступай домой. Выпей стаканчик чего-нибудь, собери вещи и уже брось, в конце концов, эту чертову суку! Кейти. Эй, кто-нибудь? Эй, кто-нибудь. Кейти. Уезжай в Сан-Франциско. Мне придется здесь немного задержаться. Я не хочу с тобой уезжать. Я вообще никуда не уеду.